самом деле все происходит руками человека. То есть здесь задействованы все эти механизмы, фактически воздействия психотронного оружия, скажем так. То есть вся эта магия, все эти эзотерические, мистические теории, это все пси-технологии, которые как раз работают по алгоритмам нашей психики. То есть они используют алгоритмы нашей психики, алгоритмы нашего пространства, как все устроено, как все работает. И это все с помощью манипуляций эксплуатируют, скажем так, на свою пользу. Мгм. Ставят души в такие условия, что они соглашаются быть рабами этих паразитов. Да, И как раз вот эти технологии пси, мы-то их и разгадываем, чтобы их как антивирус, вот так. Ага, ты вирус. Все, до свидания. мы это разгадываем, мы это чувствуем. У человека Мгм. на самом деле есть механизм, как это разгадать, как это предугадать, и если он попался в эти сети, как это выпутаться оттуда. На самом деле это все есть, и на самом деле это все известно психологам, психиатрам и так дальше. Да? Только это тоже тема как бы скрытая. То Да, оно есть вроде бы ясно, да, как эти заповеди. Вроде вот они м, на поверхности, все их да. слышали и знают наизусть. Ага, Но как оно работает, никто не знает. Совершенно да. правильно, да, да, так и есть. Нас предупредили в начале, да, всего этого грехопадения, а теперь ваша задача понять. Целое утро занималась чем? Вдохновлялась комментариями. Да, она Ой, пишет: видите. «Матрица тьмы и некого великого темного ничто расставляет свои ловушки на границе добра и зла, где идет постоянная битва. На периферии великой бездны, в сети сознания тьмы, падают души, нарушившие коды жизни. Елена — храм ее души, звездный храм, и ее миссия — убрать ловушки тьмы и мгновенно вывести другие души из насилия к осознанию, творить мир и гармонию и говорить правду для добра и любви и процветания. Правда, справедливость, равновесие, коны мироздания». Вот. И это побудило меня написать большой ответ. Мгм. Я ей написала: «Как вы поэтично описали этот процесс». Так и есть. Только одно маленькое уточнение. Никто не может выполнить миссию вместо кого-то другого. Абсолютно каждая душа — это душа Творца. То есть она не просто принадлежит Творцу, хочу уточнить, да, а это душа и есть Творец, частица Творца, есть Творец. И абсолютно у каждой души есть своя уникальная и общая миссия. Уникальная миссия связана с ее прошлым опытом и миссией переработки полученного опыта и отделения нужного для души и ее эволюции, и ненужного, ну, нужно исправить тут от ненужного, того, что ведет душу к деградации и смерти. Попросту это разделение добра и зла. Но есть еще и наша общая миссия. То есть это миссия лично человека каждого отдельно, как бы разрушить эту матрицу, то есть понять, что правильно, что неправильно, что для меня хорошо, что нехорошо. Ну, потому что вообще-то слово добро и зло — это все, ну, понятие, да, нет такого, как бы, наверное, все, что человек выбирает, он выбирает с наилучших побуждений для себя, а потом может переоценить этот опыт. Вышло как? Хорошо или нехорошо? Как говорится, хотел как лучше, а вышло как всегда. Как Вот. обычно. И есть еще одна общая большая миссия — это миссия улучшения всего мира.
Как раз тут и есть главная ловушка для многих неопытных душ. То есть именно в этом. Потому что через сектантские доктрины эзотерических сект навязывается идея о спасении мира без личного участия, без осознания причинно-следственных связей между принятыми ранее решениями и теперешними событиями, и между фактами. Таким образом, создается иллюзия специального мессии, который придет и все сделает сам, вместо каждого из нас. И такое мышление противоречит устройству нашего пространства и самим конам живой Вселенной. Потому что каждая душа уникальна и неповторима. И каждая душа – это малая часть величественной души Творца, сына Первотворца, скажем так, ребенка Первотворца. И наши высшие аспекты души – это те ангелы, которых мы видим, да? Которые как метафоры являются в наших сеансах. Это и есть те души, ангелы, хранители, которые высшие аспекты нашей души. И вот каждая душа обязана пройти этот путь и прийти к осознанию своей силы, уникальности, собственной ответственности за все происходящее в нашем мире. Эта доктрина усыпляет. Ты понимаешь, вот где кроется корень зла. В нашем самом лучшем побуждении улучшить мир, улучшить себя. Это наша миссия. То есть мы запрограммированы, скажем так, наше пространство так запрограммировано. Это алгоритм нашей психической реальности. Улучшать. Второй закон принципы жизни. Да. Принцип жизни, совершенствования. Второй принцип энтропии, это физический закон, гласит, что без человеческой энергии, если не прикладывать энергию, то все разрушается. То есть там, где нет нашего внимания, там идет разрушение. Где нет движения. И откуда наше внимание забрали? От самого важного. Посмотри, я читаю аспекты, не аспекты, я читаю комментарии наших зрителей, и очень часто наблюдаю такое восхищение нами, да? Нас называют как светлые боги, светлые воины и еще всякие метафоры к нам приписывают, да? Это меня, конечно, очень радует и очень льстит, потому что это правда, но и огорчает тоже, потому что на самом деле каждая живая душа, которая рождена здесь, на земле, имеет эту частицу божественности, величия. Просто людей настолько уже эти эзотерические секты забили, что вы никто, вы ничто, есть вот кто-то такой особенный, вот его символы, его помощники, его еще что-то. Вот оно вам сделает счастье. Только идите за ним. А кроется все, вот, корень зла вот именно в этой миссии, то есть в этом желании все улучшить. Но когда человек это осознает, что он должен сам осознать каждый аспект происходящего в его жизни, и только разбирая вот эти конкретные случаи, конкретные аспекты, человек развязывает эти кармические узлы у себя в пространстве, он развязывает эти кармические узлы и в пространстве общем, потому что мы являемся общей частью всего человеческого сознания. И эта память об этом опыте, который сделал сам человек, он остается неизгладимым файлом в этом общем компьютере нашего общего сознания. И он во всеобщем доступе, потому что человек проявил волю. Человек, он творец, и он проявил волю. Да будет так, пусть мою информацию читают все. И где-нибудь какой-нибудь китаец, который не знает нашего языка, он прочитает эту информацию на языке Вселенной. А язык Вселенной у всех
народов один, и у всех душ один. Это язык образов, символов, метафор, как мы говорим. Он прочитает, и ему эта информация поможет осознать свои ошибки, разобраться. А тот, кто имеет возможность заказать у нас сеанс, он закажет сеанс и освободится, расторгнет свои контракты. Потому что сам человек, он тоже разбирает эти все завалы. Когда мы спим, приходит осознанное сновидение. Вот я работаю в осознанных сновидениях точно так же, по тем же алгоритмам, как происходят наши сеансы. Задаю те же вопросы, и когда мне нужно еще более погрузиться в альфа-состояние, я даю себе команды. Сейчас я посчитаю от 3 до 1, и еще глубже погружусь для того, чтобы, и ставлю цель, чтобы этот вопрос рассмотреть еще более глубоко и найти причину. Когда человек, например, обдумывает какие-то события, он уже попадает в такие медитативные состояния, которые похожи на измененное состояние. Он может даже не слышать, что происходит вокруг, а, как говорится, заглубляется в свои переживания, в свои мысли, и он делает анализ. А все, что проходит анализ, то, что мы поддаем сомнению, все вытаскивается наружу из подсознания, даже если оно было уже одобрено, и там лежит как нечто одобренное нами, оно поднимается наружу и начинается пересмотр. Человек переоценку дает. И это тоже идет проработка. То есть во сне, когда мы обдумываем и даем переоценку. Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Почему мне это для меня хорошо, а почему это для меня нехорошо? Ну, потому что у нас есть факты. И когда мы оперируем фактами, почему для меня это решение было плохим? Ну, потому что я получила негативное что? Вот это, вот это, вот это и вот это. А почему для меня это хорошо? Ну, потому что я получила хорошее для себя. Вот это и вот это. Вопрос, а это мне плохое нужно или не нужно? Нет, не нужно, я отказываюсь. Тогда человек может задуматься, а почему я вообще пошла на этот шаг, почему я против себя пошла? И таким образом начинает вытягивать вот эти ниточки. И это наша миссия, наша искренняя миссия, да, когда мы говорим сами с собой на уровне нашей души, а не говорим общими фразами, которые нам кто-то внушил, какие-то эзотерики, какие-то секты, какие-то политики, еще кто-то. Между прочим, люди думают, что они кого-то могут обмануть. Но на самом деле, когда человек говорит, он все о себе рассказывает. Абсолютно все. И очень видно человека зазомбированного, когда он говорит какими-то общими фразами, какими-то навязанными идеями. И как разрушить этот блок? Очень просто. Просто задавать конкретные вопросы. Любой абьюзер боится конкретных вопросов. У моей подруги через неделю будет суд. И она боится, потому что ее муж-абьюзер, там ее обвиняет неизвестно в каких грехах. И она мне сегодня звонит вся в растрепанных чувствах, а я говорю, стоп, успокойся. Какой именно факт он тебе называет? Нет, это что? Это его фантазии. То есть его утверждения держатся ни на чем. А ты его спроси, а что конкретно ты имеешь в виду? Какой конкретно случай тебе идет, тогда я объясню. Потому что я вот так не понимаю. И она моментально успокоилась. Я говорю, нельзя посчитать то, чего не существует. Когда ты начинаешь оправдываться на основании его пустых каких-то вымышленных иллюзий, то ты попадаешь в эти иллюзии. Зачем оно тебе надо? Ставь конкретный вопрос. Я не понимаю, о чем. Скажи мне, пожалуйста, конкретно. Вот точно можно, это алгоритм, по которому разбирается любое зомби. Человек говорит какую-то установку, навязанную кем-то, религиозную, политическую, не имеет значения. А что это для тебя конкретно?
А что ты конкретно имеешь в виду? А какие факты это доказывают? Это человека как раз и пробуждает. То есть нас пробуждает реальность, а не пробуждает идея о саморазвитии. Саморазвиваться можно до смерти, самодоразвиваться, если использовать не те инструменты и следовать не за теми людьми. То есть мы благодаря сектам, скажем так, саморазвития у нас много-много работы, Женя, с тобой. Да? Потому что люди, которые не саморазвиваются, что они делают? Они приходят к нам на сеанс. Они говорят, вот у меня было тяжелое детство, вот там блоки, хочу в этом разобраться. Мы разбираемся. Вот поразбирались, вытянули причинно-следственные связи, разрушились какие-то блоки, что-то все поразрушалось, ушло, и один сеанс, и человек счастлив. Бизнес идет в гору, дела налаживаются, семейные дела налаживаются, дети успокаиваются. Один сеанс. То есть он расторг эти контракты, первичные контракты души, контракты с родителями, все, у него это поместилось в одном сеансе. Но те люди, которые саморазвивались, скажем так доразвивались, что ими 15 сеансов становится мало. Почему? Потому что в каждом из этих случаев, когда человек вызывал духов, когда он следовал символам, помощникам каким-то энергиям, открывал, закрывал чакры, гонял какие-то энергии, дышал маткой, еще чем-то. То есть в каждом из этих случаев нужно разобраться, потому что там скрывается гипноз. Там скрываются пси-технологии, которые как раз работают против человека, и эти все саморазвивающиеся секты, так называемые, секты по саморазвитию, приводят человека не к развитию, а к уничтожению. И благодаря этим сектам у нас всегда есть работа. А мы работаем, получается, против себя, потому что мы обличаем это все, помогаем людям понять, что вся сила и мощь в них самих, что использование этих символов, что эта оторванность от реальности, это все вводит человека в глубину этой тьмы, этой матрицы чужеродной и противоречит его конам, его души, его интересам души, потому что на самом деле кон души самый важный – это счастье, энергия любви – это энергия Вселенной, счастье – это тот успех и радость, и легкость. Это именно то состояние души, которое естественно для творений. Вот мы же видим, как это работает, как рождаются эти котенки, тигренки, слоненки. Все играются, да? И даже большой лев может не скушать свою жертву, а оберегать. Я видела такой ролик интересный, как лев нашел ребенка, и вместо того, чтобы его скушать, он оберегал, никому не давал его обидеть, пока этого ребеночка не нашли. А когда его нашли, он ушел спокойно в прерии. И с волками такие случаи были. И все говорит о гармонии. И я сама наблюдала такой случай. Я себе сидела у себя в домике, пила кофе возле речки и смотрю, что там творится на речечке. А там игуаны ползают, мушки летают, интересно так. И ходит цапля, огромная белая цапля. И вижу, словила рыбку, большую рыбу, такая плоская, широкая рыбина. И она ее пихает в этот рот, свой дзёб, этот клюв, и никак не может пропихнуть невпихуемое. Она пару раз попробовала, выплюнула и положила в такие заросли, чтобы рыбка не уплыла, но там водичка есть, не на берегу. Вот. Горлышко там поправила, видно, что ее там болит, растягивается. И опять попробует, и опять попробует. Ну, в какой-то момент видит, что уже
попытки все исчерпаны, ничего не получается. И что она делает? Вот это меня поразило. Она берет эту рыбину из этого мелководья и аккуратно переносит в речку и отпускает эту рыбину. То есть принципы иконы гармонии, они естественны для всего живого. И святость жизни, она прописана во всем нашем пространстве. Но почему-то люди это не понимают, не чувствуют, когда им угрожают эти секты. Это самая большая угроза сейчас. Это вот эти эзотерические секты, псевдонаучно-фантастические, религиозные, скажем так. Потому что они, чтобы завлечь своих адептов, используют якобы альтернативную историю, какие-то данные из физики, еще что-то. То есть как они только не изощряются, а результат один и тот же. Тут же тебе альтернативная история. Что нет альтернативной истории? Есть. Что нет альтернативной науки? Есть. Но это не повод себя заблуждать. Потому что тут же и магия, тут же как бы и правдивая информация, но тут же и магия, тут же использование символики, тут же запрет коммуницировать с людьми, здесь же сразу порицается любое другое мнение, жесткие правила и так дальше, и так дальше. То есть сектантство, откровенное сектантство. И это сектантство одевает на себя корону, провозглашает себя каким-то святым воином, чистым, светлым, еще не знаю каким, ведет типа людей к победе чего? Победе чего? Победе над собственной душой? Это я как раз сегодня очень хорошо увидела в своем сне, когда я увидела, что я как будто бы камешек какой-то держу. Я начала его рассматривать, смотрю, а он такой как бы прозрачный. Я считываю, что это такое. А это лед, то есть это мертвая матрица. Матрица, которая замораживает. Вот как лед замораживает все, к чему прикоснешься. Точно так же ложь замораживает все и распространяется. И, как говорится, одно слово может перевернуть всю жизнь. Как это у Лены в сеансе получилось. Вот. И, между прочим, это Ленин сеанс вот меня и многих так вот вдохновляет на такие откровения, инсайты такие. И когда я спросила у себя, что это такое, я увидела этот детский блок «Страх», когда впервые мама меня положила спать отдельно на маленькую кроватку. Когда я с этим справилась, я буквально увидела, как я к маме возвращаюсь в кровать, и мне уже стало тепло, и я вижу, как моя рука оживает. То есть все держится на наших собственных убеждениях. И самое печальное то, что наша личность и наши убеждения формируются в раннем детстве, тогда, когда наша психика еще не окрепла, и тогда, когда наши Тело слабое. тело еще непонятно, как им управлять, мы еще не научились. И еще не научились ничему, потому что у нас еще не было опыта. Маленький человечек не имеет опыта. И он выстраивает свои убеждения на основании того опыта, который он успел постичь. Но какой же опыт может быть у ребенка в 1 месяц, в 2 года, в 3 года? А именно там закладывается основа нашей будущей личности. И когда люди это поймут, что все причины только в нас самих, то есть причины всех искажений в нашей жизни есть только в нас самих и только в наших убеждениях, в наших блоках, в наших решениях. И вся сила есть тоже в нас. Это так интересно. То есть, как сказать, и мир, и антимир, он в нас самих. Потому что мы являемся частью первотворца своей божественной, величественной души. Здесь мы воплощены как маленькая частица. У нас есть все ресурсы, чтобы разобрать все завалы в нашей жизни. Тогда, конечно, человек осознает то, что он потерял вот это осознание. Человек потерял осознание того,
что Он творец этой реальности. Мы все сообща своими мыслями, решениями, действиями, мы создаем эту матрицу, в которой все человечество вместе живет. Да, такие откровения, размышления. Я вижу по комментариям, что очень многие люди очень глубоко думают, вдумываются и понимают. И я вижу, как на нашем канале собраны самые умные, самые лучшие люди. Это действительно просветленные, которые имеют смелость посмотреть на себя объективно. Мгм. И когда я вижу под видео, вот у Лены кто-то один отписался, то есть кто-то один посмотрел видео, которое настолько важное, люди не осознают, и он отписался от канала, чтобы мы, Боже упаси, не прислали ему еще одно видео, чтобы он, Боже упаси, это ничего не узнал и не спасся. И я радуюсь, ну вот, еще одного зомби меньше, с одной стороны, а с другой стороны, я сожалею, потому что здоровому мы не нужны. Никто здоровый не ходит к психиатру или к психологу или к коучу. Никто. Ходят те, у кого есть проблемы. Кто у нас на канале? Это те люди, которые ищут ответы. Это в основном саботаж. Душа, если даже увидела, сигнальчик получила, А не программы, хватило осознанности и вот этой приверженности, любви к своей душе. Ну, я думаю, что даже те, кто один раз посмотрел, я думаю, у них что-то ёкнет. Сделав еще один круг или два, они на следующем кругу больше времени уделят этой ну да, теме. я Так понимаю, что ты такой, Женя, еще идеалистичный оптимист. тот, оптимист, Оптимист. идеалист, оптимист, да? Это Да. хорошо. Но мы видим на практике, как мне очень жаль, потому что такие прекрасные люди, как Тарас, Аня, Лида, Мона и Надя, Татьяна. и Татьяна, они же прекрасные люди. Я вижу, как сработало в них эти психтехнологии, эти собачьи, они просто рвут этих людей, и собаки свою жертву дерут. Вот так эти программы, психтехнологии, которыми пользуется Илья, потому что он основатель этой секты, которая руководится, скорее всего, из Кремля, потому что есть косвенные доказательства, что это все специальная пропагандистская машина, целью которой взломать мозг. И у этих людей мозг взломался, потому что так работает пси-технология. Ее задача взломать мозг для того, чтобы человек не смог освободить свою душу. И смотри, люди работали над собой. Это же прекрасные люди. Ну что с ними случилось? У них просто взломался мозг. Да, они Я начинают расхрапывать, из глубины поднимаются следующие страхи. Да, потому что Они неправильно боятся. работают. То есть он показал ложный путь. И те, кто за ним пошли, они пошли по Мгм. ложному пути, и они работают точно так же, как он. Завлекают таких же упадших душ, то есть те, которые более всего нуждаются в помощи, они становятся жертвами этих людей. Я посмотрела видео Лидии. Она назвала свой канал, а он как-то по-другому назывался, как-то он назывался Мидгард, что-то такое. Сейчас он, оказывается, называется Земля. Земля, Земля. То есть вот эта идея, сумасшедшая идея, потому что она до абсурда даже смешная. Земля – это типа Земля. Это есть нотный стан, в котором есть 7 нот. Но почему-то, по мнению Лидии, по мнению той секты, в которую она вошла, это там и другие просматриваются, мне кажется, что там и «АЛЛАТРА», и «Цельнозор», там все в кучу, да. То есть, по их мнению, Земля – это только одна нота, помноженная на 7. То есть это нота ля, умноженная на 7.
А что это означает? Это означает, смотри, вот я тебе скажу, мой опыт, я благодарю за мой жизненный опыт, который я прошла. Потому что если бы я его не прошла, я бы сейчас этого не понимала. Однажды, когда я посещала свидетелей Иеговы, я не ходила к ним 6 месяцев. Ну и потом меня пригласили, был какой-то встреча, какой-то человек важный приехал с Америки, из главного офиса, там вещать какую-то ерунду. И вот я слушаю, что он там вещает, и это как будто бы не из моей реальности, потому что я хочу понять, о чем он, и не могу понять. Вот. И я смотрю на это все, и оно как туман. И тут вдруг начинается песня, а я же слышала эти песни, я же их пела, прекрасные мелодии, да, гармоничные. И тут вдруг, а я же пела в хоре, у меня идеальный слух, у меня широчайший диапазон голоса. Я могла выполнять партии от сопрано и до альта. И что? Я слышу 4 ноты. А у меня вопрос, а где остальные ноты? И я спрашиваю кого-то там, а что с мелодиями случилось? А они звучат как речитатив. Вот это как рэп. Почему? Убрана гармония. Да? То есть что, о чем говорит этот канал «Земля-Семля»? Это идет уплощение, упрощение до одной ноты. Потому что все наше пространство, его можно отобразить в образах, в цифрах, в нотах, в вибрациях по-разному. Да? Одни и те же моменты можно отобразить по-разному. Можно изобразить в музыкой, в стихотворениях, можно это изобразить на холсте и так далее. И что получается? Уплощение до одной ноты, умноженной, ну ладно уже, я же не могу сказать, что одна нота, пусть вам будет 7, помноженное на 7. Вот. И посмотрела я ее 3 видео, чтобы сложить четкое, правдивое впечатление о том, что творится в голове у человека, которого я знала до того, когда она начала заниматься этим цельнозором. То есть, одним словом, это взлом, это сумасшествие. Это человек, который не способен никакому анализу и никакой логике. Ну, например, она обвиняет евреев в захвате Украины. Это настолько дико, потому что это Кремль, его кремлевская власть, мало того, что она напала на Украину и убивает украинцев, эта же власть, она убивает своих граждан в первую очередь, потому что война в Украине 15-я за правление от Ельцина и до теперешнего времени. Миллионы людей уже погибли в этих войнах. И она этого не видит. Она не видит власть, этой связи. Да? Это как будто бы человек, вор, зашел в ее дом, и она видит и знает этого человека, но обвиняет совершенно другого, соседа своего, который ей никогда ничего плохого не делал. Это пропаганда. Да, это пропаганда. Это кремлевская пропаганда. И это есть один из косвенных доказательств пси-технологий Кремля. Потому что нарративы те же самые. Когда Хамас, а Хамас создан был Кремлем, Хамас, Аль-Каида и все остальные террористические организации были созданы коммунистами, чтобы воплотить в жизнь идею мировой революции. И все эти террористы, организации террористические, были организованы именно Советским Союзом. И школы терроризма находились в Крыму, находились в южных, по-моему, там, где ты живешь, тоже там было? Да. То есть несколько школ было, которые готовили террористов для революций. Ну и мы же знаем, это же не секрет, там, где коммунизм, вот Китай, Корея, Куба, это самые нищие, отсталые страны, да, то есть туда, где были посланы эти террористы, где были изменены правительства, там то же самое Венесуэла, даже это недавно произошло,
Ну, как залез туда Путин, перевернул это все вверх ногами, и все, это нищая страна, коррупция и так дальше. То есть, ну, человек логики не видит, он не видит фактов и не понимает, и толкает ту пропаганду, которую ей вложили. Ну, Вот земля, например, а люди... земля, это ля-ля-ля, это вот это бла-бла-бла-бла-бла. Да, Это как вот. лягушка. Да, Лягушка на одной ноте. это на одной ноте. Ква-ква-ква. Вот это, вот что означает, да. И с таким умным видом, а другие люди, почитала я там отзывы, комментарии, вот такие же зашуганные, как она, вот, сидят, на это смотрят и ничего не видят. Это как телята, знаешь, загончики ведут на убой, а они идут, убиваются и еще зовут за собой других. У меня возник еще вопрос. А как ты слышишь вот эти голоса? Они там же это ж не звуки, да? Это Нет, как это не мысли. звуки. Нет, это по-другому. Это как будто бы я являюсь частью этого пространства, я его начинаю понимать. Мгм. Это как будто бы не глазами, не ушами, а как будто бы я вот, ну, я как бы растворяюсь. Я там как бы, ну, не своим телом, не ушами и не глазами, а своей духовной сущностью. Я это просто понимаю, а иногда четко слышу. Вот когда это важно, когда это, ну, наверное, когда это раскрыто, тогда я слышу имя. И когда я, Мгм. например, не верю, потому что у меня есть другое мнение, да, по этому поводу, я отворачиваюсь, туда куда-то смотрю, а когда возвращаюсь обратно, я снова это слышу, то же самое, или имя, или какую-то фразу, но слышу как будто бы ушами, она звучит как будто бы. То есть, да, Все-таки эффект есть, да, как на физике. смотри, каждый телепат должен проходить супервизию, то есть он, его телепатические способности должен подтвердить специалист. И вообще никто не имеет права работать как телепат без супервизии. Я проходила несколько раз супервизию, и у меня есть коуч, и есть психолог-психиатр, к которым я обращаюсь, когда мне нужна супервизия, я это чувствую. Да? То есть когда у меня есть, я правильно это делаю или неправильно. И они мне дают потом оценку. Я очень рада, потому что я получаю всегда самые высокие оценки. И я проходила супервизию моих телепатических способностей. Это обязательное условие для всех телепатов. Мгм. Почему? Потому что не каждый регрессолог, или как слипер их называют, имеет телепатические способности. То есть результат может принести только та работа с подсознанием, которая сделана правильно. Условия к телепатии, то есть к телепату, должны быть, он должен иметь телепатические способности. Телепатические способности – это высшая степень духовного развития. Когда Аня Тараса, например, делает расследования свои так называемые, я смотрю на это и вижу, что она врет, она не погружается, она просто фантазирует, это фантазии. Возможно, она видит, визуализирует. Я не исключаю, что она что-то видит, какие-то визуализации. Может, у нее воображение. Она же музыкант. Этот внутренний вот этот экран или эффект присутствия, считывание информации какой-то присутствует, да? Нет, Но каким телепатия, образом нет, она считывает? нет, не так. Смотри. Телепатия – это взаимодействие с другим объектом, находящимся во внешнем пространстве. Например, я телепатически общаюсь с тобой или Мгм. вот и с стаканчиком, то есть я могу с ним пообщаться. Что это? Ну, это, образно говоря, общаться. То есть я считываю информацию, я спрашиваю, я получаю ответ. То есть мне разрешено конами Вселенной, я имею допуск до святая святых, это душа человека. Почему? Потому что мои моральные и духовные качества
как бы говорят о том, что я не наврежу человеку, его божественной душе. То есть мое духовное развитие позволяет мне проникать в самое сокровенное другого человека. Я как считала информацию, я вышла и ничего не сделала там. То есть мы работаем чисто, мы не навязываем своих сценариев, мы не навязываем своих мыслей, мы четко идем по тому алгоритму, который задает сам человек. Он пишет свою цель, он пишет аспекты, и если его подсознание не готово к чему-то, мы его не тянем, эзотерическими методами не пользуемся, мы его никуда не поднимаем, никакими энергиями не обливаем, ничего такого не делаем. То есть не готов, хорошо, но мы можем посмотреть, что ему мешает, для того, чтобы человек больше понял. Потому что так работает наша психика. Наше подсознание знает все, но оно слушается нашей рациональной части, нашего сознания, которая, по большому счету, не знает ничего. Потому что вот эта жизнь, отрезочек жизни, который мы имеем, и этот опыт, который мы имеем здесь, на Земле, это очень мало по сравнению с тем объемом информации и опыта, который имеет душа. Наше подсознание имеет прямой доступ к всей информации, которая находится во Вселенной. То есть получается так, что тот, кто знает все, выполняет приказы того, кто не знает ничего. И для того, чтобы этому человеку, нашему сознанию рациональному помочь сделать правильный выбор, да, человек должен в этом разобраться, понять, увидеть. И сеансы регрессивного анализа как раз помогают увидеть эти связи. Потому что ничего также делимся опытом. Да, ничего такого не бывает на Земле, в данном факте, чего бы не было в эфирном пространстве. Чем эзотерика отличается? Эзотерика летает где-то в облаках, в каких-то иллюзиях, у них нет привязки к реальным фактам. Вот как я говорю, на Украину напали россияне, Лидия обвиняет в этом евреев. Почему евреев? С таким же успехом можно было обвинить венесуэльцев, можно было обвинить еще кого-то. И мы видим, что это те же нарративы, которые идут с Кремля. Кремль напал на другую страну, но почему-то виновата Америка или виноват, как они говорят, коллективный Запад. Кто-нибудь виноват, но только не мы. А по законам Вселенной виноват тот, кто напал. Тот, кто врет, тот врун. Тот, кто насильничает, тот насильник. Они говорят, нет, это не мы, это кто-то другой. Но факты говорят совершенно другое. И когда человек пишет аспекты, он пишет факты. Вот был факт. Мне приснился сон. Это факт? Да, это факт. Это произошло. Мне приснился сон, я хочу рассмотреть, что там было. Мы рассматриваем, человек понимает, то есть вот эта часть рациональная, которая не хватает знаний, начинает увеличивать свои знания, она границы свои расширяет, она понимает, что там было. Или вот у меня был такой факт, вот я пришла, устраивается на работу, и я посмотрела на этого директора, и у него такой жуткий взгляд. Это факт? Это факт. Хочу рассмотреть, что было на эфирном плане. А когда мы рассматриваем, смотрим, какой-то вообще там людоед. Да, да, чувствам надо доверять. Да, вот, то есть человек чувствует, но еще не понимает. Это всегда так идет. То есть и когда мы начинаем прислушиваться к своему подсознанию, то мы увеличиваем шансы сделать правильный шаг. Тут, конечно, тоже нюансы есть, потому что можно послушать и своих программ. Потом идет торговля самим собой. Там заплатят деньги, а он какой-то страшненький. А что мне выбрать или поддаться этому какому-то жуткому и пойти на работу? Заглушить Да. душу.
Ну, Я как-то 2-3 раза хотел вот этот в сеансах посмотреть, что регрессологам не дает видеть истину или что-то в этом роде. Женя, это настолько просто, это в психологии все описано. Тут ничего такого секретного нет. Каждый психолог сейчас во многих институтах психологических регрессология читается. Здесь никаких нет секретов абсолютно. Ну, если бы не было секрета, они бы так не поступали бы. А Это такой сделать же бы секрет, о вопрос, котором в начале сделать ты бы говорил. такой сеанс, чтобы эти регрессологи, может, наткнулись и проснулись бы, и не делали этих глупостей. Но это Они, потом. они, они не проснутся, они будут делать глупости. Потому что визуализация – это способность человека визуализировать, создавать картинки в своей голове. То есть ключевой момент в своей голове. А телепатия – это способность коммуницировать с другими душами, объектами информационными во внешнем пространстве. Здесь телепатия всегда задействованы, скажем так, двое. Телепат и объект, который рассматривается. И идет коммуникация между этими объектами. То есть способность коммуницировать во внешнем пространстве. А визуализатор визуализирует только на основе того, что есть в его пространстве. Он коммуницирует, если он подвязан каким-то духом, да, низменным, он с ними коммуницирует, типа, да? Что кто хозяйничает в личном пространстве, помогает. Вот он там и это самое. То есть и там ключевой момент сам с собой. Создает иллюзию человеку, что он это там как с кем-то. интим, как интим. Бывает мужчина и женщина, да, у них идет обмен информационный, энергетический, на всех уровнях они коммуницируют. И секс, и это все как единое целое, да, но они там двое. Но можно это заменить. Естественно, и, как говорится, тихо сам с собою, левою рукою я веду беседу. Вот это тихо сам с собою я веду беседу, вот так ведут эти регрессологи, которых тьма тьмущая